Ну что, всем привет, друзья! И сегодня к нам на тест-драйв попала вот такая тачка Skoda Rapid. Мы уже тестировали Volkswagen Polo, вы можете этот обзор посмотреть вот по ссылке в описании. Мы проведем с этой машины 3 суток, мы посмотрим, мне удастся ее прочувствовать, посмотреть, как она в вождении. Побываем с вами в многих интересных городах. Посмотрите, какая красота, отличный день. Мы находимся в Чехии, в Праге, и сейчас мы с вами отправляемся в путь в очень интересный город. Я вам покажу, о нем и расскажу. Ключи есть, полный бак есть, карта есть. Итак, поехали. Друзья, это, конечно, очень удивительно, но нам попалась машина с эко-режимом. Посмотрите, сейчас я просто нажал на педаль тормоза, машина полностью заглохла, а сейчас вот и она сразу заводится. Это просто очень необычно. Мой Mercedes 95-го года, конечно, так не умеет. Но пока мы просто не можем даже из Праги выехать, движение тут, конечно, жестокое. Ну, что я вам хочу сказать? Ну, в принципе, мы едем-то на народном автомобиле чешском, Skoda. Хотя, знаете, он абсолютно ничем не отличается. Volkswagen Polo, Skoda Rapid это практически одно и то же. Единственное, что может быть вот эта панель приборов, она более там красиво сделана. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но, тем не менее, как бы машина очень предсказуемая. Руль, электроруль очень приятно управляется. Вообще новые машины, знаете, очень сложно что-то говорить плохое про новую машину. Она практически новая. Она нам досталась всего лишь навсего 35 тысяч пробега. Вот, и мы едем по приятному, просто красивому пригороду Праги или там где-то в районе центра. Вот люди живут красиво, хорошо себя чувствуют, и мы пытаемся, как говорится, бедные белорусы, немножечко влиться в эту богему. Друзья, очень классная ситуация на автостраде. На самом деле тут абсолютно нет лимитов скорости. Можно ехать сколько угодно. К примеру, сейчас мы едем 140 км в час. Конечно же, нас обгоняют, но самое что интересное, эта скорость, она не чувствуется автомобилем. И это, конечно, очень-очень приятно. Дороги просто идеальные. Такое чувство, что ты едешь по какой-то резине, либо какой-то перине. Я еще, когда мы ехали в Польшу, отмечал то, что автострада под шинами не слышна. То есть такое чувство, что тут какую-то делают подложку, такую амортизацию. Просто идеальные, нет никаких бугорков. Вот я еду, просто кайфую. Вот, Катя, ну ты согласись, ну шикарно просто. Нас сейчас обгонит Мерседесик. Тапку в пол, но я его в принципе не смогу. О, поблагодарил. Очень вежливые тут водители, но очень злые парковщики, которые твою машину потом эвакуируют на платную штрафстоянку. Когда мы были в Испании, то за 5 минут на Барселонете, это самый, как бы главный пляж Барселоны, мы 5 минут поставили машину, только отошли на пляж, ее эвакуировали, и мы заплатили 193 евро. Приколите, 193 евро за гребаную парковку. И с этого момента мы ставили только на платных парковках. Мы не смогли просто тогда разобраться вообще в этих правилах парковки. Там даже если парковка бесплатная, то она бесплатная, к примеру, с 5 до 7, к примеру. Поэтому я ставил свою машину на стадионе Camp Nou, ну и все знают, любители футбола в Барселоне, и просто шел домой с бутылкой пива 3 километра в наш отель. Только таким образом можно было сэкономить, потому что даже если поставить возле отеля, это стоит 29 евро ночь. Вы представляете? Ну это жесть, честно говоря. Топливо тут стоит где-то евро 40. Евро 40 это нормальная цена для топлива. И Чехия сама по себе, она очень зеленая. Тут очень много старинных зданий, и все очень беспокоятся о экологии, все очень беспокоятся о порядке, и тут никто
Вот мы даже вчера в центре города ходили, там люди просто выращивают виноград на горе в Праге. Виноградники для своего ресторана. Никто не срывает, никто не портит. Все просто фотографируются и отлично себя чувствуют. Так, друзья, ну что, мы совершили первую нашу остановку. Я знаю, что за это многие любители могли бы душу свою продать, но это завод Крушовицы, где продается самое-самое свежее пиво. Вот магазинчик при нем, там завод. Мы буквально нечаянно ехали и увидели Шкода Рапид, честно говоря, меня очень сильно удивило. Она ведет себя просто бесподобно. Во-первых, какой-то интересный звук, такое чувство, что не один, там два, я не знаю даже какой тут мотор. Но действительно машина очень предсказуемая, очень мягкая, очень хорошо себя ведет. И может быть дороги просто такие или что, но мне машина, честно говоря, нравится. Ну потому что, во-первых, она новая, 2017 года. Посмотрите, с такими дневными ходовыми огнями. Вон там немцы ходят и смотрят, что я тут рассказываю. Я бы очень сильно был бы неправ и нечестен с вами, если бы сказал, что машина говно. Пока что мне она очень нравится. Притом я очень боюсь нарушать скоростные режимы, потому что тут можно на неплохие деньги попасть. Смотрите, пивная косметика, 270 крон. Косметика вместе с каннабисом. Посмотрите. Ликеры различные, бехеровка. В общем, чуваки, можно упиться, укуриться, короче, все что угодно сделать. Пиво стоит 80-60 крон, 17. Вот посмотрите, это ж 80 за 4 баночки. Обыкновенно такой, как у нас, советский магазинчик в горах. Вот смотрите, тут делают еще какую-то дорогу. В общем, честно, душа радуется. Еду и кайфую. Ну, пиво с каннабисом, конечно, радует. Не, честно говоря, я не пью, но я понимаю, что многие из вас будут завидовать. Ну, друзья, давайте так. Сегодня приехал я сюда, а завтра приедете вы. Ну что, пришло время нам залить воды в омывайку и как раз таки посмотрим, что это у нас за мотор. Друзья, у нас TSI, какой-то TSI, посмотрите. Какой-то то ли 3-литровый, то ли 4-литровый, но TSI, то есть это с турбиной, насколько я понимаю. И это, конечно, очень прикольно. А куда же тут заливать воду? А то я думаю, что она так едет? Ну, видимо, TSI это какие-то очень магические буквы, которые что-то означают для вага-любителей, я так сказал. Скажите, она с турбиной или нет? Тут нигде не видно ее объем. Ну, в общем, все очень просто, все очень понятно. Едет довольно-таки достойно. Хотя, когда жмешь педаль полностью в пол, то она просто проваливается и уже не разгоняется. Но на низах неплохо схватывает. Машинка довольно-таки неплохо себя держит. Но, к сожалению, немножечко где-то при скорости 140 чувствуется немножко такое виляние по полосам. Ну, непонятно на самом деле. Может быть, резина кривая, может быть, еще что-то. Но, в принципе, никаких вибраций, небольшие завывания за окном. Но это можно стерпеть. Вот пассажир рядом даже заснул. Представляете? Вот так вот. Классно. Я обожаю просто горы, горные дороги. Все зелено, все настолько красиво. Вот, не знаю, готов душу продать, но чтобы ездить по таким классным, качественным и притом красивым дорогам. Просто супер. Ну, просто кайфую. И посмотрите, такие маленькие уютные деревеньки. Видите, тут есть указатель, который вам сообщает, с какой скоростью вы едете. Видите, что тут 50, вот он каждого сканирует, получается. И видно, сколько кто едет. А вот мы, друзья, въезжаем в какую-то чешскую деревеньку. Чешские деревеньки, они обычно вот так вот выглядят. Есть и кафешечка, и ресторанчик, и отельчик. Поэтому, друзья, вот учитесь, на самом деле, учитесь. Люди не перерабатывают нефть, люди не перерабатывают, там, не знаю, мусор, навоз. Ну, как раз таки мусор они перерабатывают. Люди живут исключительно на туризме и исключительно на своем натуральном хозяйстве. Поэтому это очень почетно. Не обязательно поднимать тракторные заводы, которые уже давно должны были развалиться. Спонсировать и вливать в них кучу денег, можно просто нормально жить и радоваться жизни.
смотрите, педаль в пол, там даже есть кикдаун, машина неплохо так подрывается, и мы едем по великолепным Карловым Варам. Ну что, друзья, вот я остановился подкачать колеса. Вот такие вот аппараты Мале тут есть. Буквально нажал один раз на кнопку и уже на одну атмосферу. Очень быстро качает, классно. В общем, мне ничего плохого пока что говорить не хочется, потому что машина, может быть, потому что она новая. Но новые машины всегда достаточно хорошо едет. И мягкая, и управляемая, и прогнозируемая, и с круиз-контролем, и с кондиционером, и с системой Bluetooth, можно мобилу подключать. Музыка, конечно, посредственная. Тут обыкновенные колонки, скорее всего. Мотор интересный. Интересный звук у него, и подхват снизов достаточно неплохой. Мне приятно ехать. Пока что я ставлю твердую 8 из 10. Ну, супер. И тихая, и хорошая шумоизоляция. Все-таки, наверное, чехи для себя делают хорошо. Итак, друзья, привет. Настал второй день. Очень дождливый, в Праге дождь. В этом отеле мы живем. Джуна, он практически на окраине. Нам очень повезло, потому что есть личная парковка, которая бесплатна возле отеля. А если ставить где-то там в другом месте, то очень не факт, что машина останется на утро на том месте, где она есть. И вообще очень повезло, потому что в некоторых местах после 18:00 парковка бесплатная. Это на самом деле радует, в отличие от Австрии, конечно. Какие все-таки минусы я начинаю нащупывать в этой машине. Значит, вот она, красавица, давайте с вами сядем. Первый минус, когда долго едешь, очень неудобные вот эти подлокотники. Они хоть и сделаны с какого-то дермантина, но, к примеру, в моем Мерседесе, если локоть ложишь, то он не болит. То есть они очень жесткие, какие-то очень неприятные, честно говоря. Притом посадка такая, что они дают тебе возможность держаться уверенно только за нижнюю часть руля, и как-то, ну, ты себя на скорости там 140 км в час не очень хорошо чувствуешь. Также и вот этот подлокотник, он какой-то такой очень несуразный. Посмотрите, локоть, он под наклоном, и, соответственно, локоть, он просто съезжает. И это неудобно, честно говоря. То есть такое чувство, что у тебя руки находятся на весу. Но это лично у меня, друзья, может быть, у вас как-то по-другому. Вот этот руль, который на первый взгляд может показаться каким-то эргономичным, но он сделан из какой-то там дермантина или эко-кожи. Руки потеют, и не очень приятно, честно говоря, за него держаться. Особенно вот эти выступы, утолщения, они очень неудобные. То есть рука полностью практически их не охватывает. И я вам признаюсь, это неудобно в дальних поездках. Опять же, лично мое мнение, может быть, я там привык к другому, но тем не менее. И сейчас с плюсов. Машина крайне тихая, крайне приятная, несмотря на то, что я вчера колеса накачал до 3 атмосфер, чтобы она лучше катилась. Колеса тут на очень широком профиле. Машина идет очень мягко, то есть не слышны там стуки, не слышны стыки дорог, то есть машина идет просто очень уверенно. Электроруль отрабатывает как надо, работает эко-режим, то есть дает возможность экономить топливо. И машина вообще радует очень расходом. Но я начинаю слышать, как будто, вот знаете, мне изначально даже начало казаться, что это какой-то дизель, потому что появляется какой-то тракторный такой вот звук. И я вспомнил, что многие владельцы вагов жаловались, что 1.4 мотор, но я не знаю, какой тут стоит, может быть 1.4 TSI, вот чувствуется такой тракторный какой-то звук. Я не понимаю, почему это так происходит, но видимо даже 35 тысяч не щадят этот мотор. Конечно, порадовал вот этот вот круиз-контроль. Тут есть круиз-контроль, очень умный, управляется кнопочками, очень приятно на самом деле в дальних поездках. Порадовала мультимедиа, очень быстро подключается телефон через USB и через Bluetooth. Вот загружается, получается, мелодия наша. Давайте рэпчиночку включим. Круто, 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 круто.
Очень-очень жирные басы, очень неплохая музыка. Сзади, наверное-то колонок нету, хотя они тут и есть, но я их абсолютно не слышу. Что для задних пассажиров тоже есть два подзарядника под USB и подстаканник. А это, друзья, насколько я понимаю, опция в Шкодах и вообще в ВАГ. Любая вот эта плюшечка, она будет стоить вам денег, потому что это опция. Я даже знаю, что и вот этот Android дисплей, он тоже опция, и за него нужно довольно-таки неплохо доплачивать. И скорее всего даже вот эта ниша под очки, это тоже является опцией. Все, уже закончился Советский Союз, где всем все давали, все были равны. Начался капитализм, и притом достаточно давно. То есть есть парктроник, он, конечно же, также пищит, как и надо. Ну, а самое, что интересное, звуком двигателя. Несмотря на то, что тут обыкновенные 4 цилиндра, может быть 3, хрен его знает. Но мы потом, может быть, это узнаем. Послушайте, пожалуйста, как звучит тачка. Звук такой, как будто ты реально едешь на каком-нибудь Porsche. А если ты выглядываешь на улицу, то там что-то похожее на Ладу Весту. Короче, хрен его знает, как они это делают, но ехать прикольно. Может быть, они даже пускают звук мотора именно через динамики. Вот, ну, ручки такие, видите, видимо, за эту опцию нужно платить. Даже этот дешевый пластик, он особо не раздражает, поэтому поедем дальше. Я думаю, что в Германии будет намного лучше погода, потому что в Германии все лучше. Едешь в Германии, вот такие вот горы, вообще просто красотища. Посмотрите, насколько это круто. И везде съезды на различные достопримечательности, Макдональдсы, вон горы различные. Просто красота, просто красота. Можно ехать там сколько угодно, то есть это автобан, где можно ехать любое количество километров, сколько твоя машина может ехать. Вот покажи, средний расход получается 6,6 на сотню километров. Когда эта машинка доедет до вот этой заправочки, тогда уже надо будет ехать на заправку. Вот. Но вообще очень красиво, дороги просто шикарнейшие, просто супер. Вот едешь и кайфуешь на самом деле. Мы проехали 160-170 км в час, и я вам хочу сказать, что машинку подкидывает немножко за счет ветров вот этих горных, которые тут есть. Но это и по знакам тут тоже было видно, что типа боковые ветра тоже действуют. Но в салоне, конечно, более тише, чем в моей старой машине, но все равно завывание, все равно трасса слышна, все равно, конечно, понятно, что это не Mercedes, но тем не менее достаточно тихо, и это, конечно, радует. Ну что, друзья, вот мы заканчиваем наше путешествие. Я был в шоке, потому что она не подвела ни разу. Довольно-таки маленький расход, удобный салон, много интересных опций. Особенно порадовало, конечно же, круиз-контроль. Дорогу держит идеально. Сегодня ехали 170 км в час. Чем машину это я вам очень рекомендую. Конечно, тогда, когда она новая. Если бы там было 70 тысяч пробега, конечно же, уже начались бы проблемы. Но 30 тысяч великолепно. Отличный дизайн для бюджетного класса. Смотрите, супер фары, красивая морда. Я думаю, что если вы возьмете какой-нибудь
Octavia либо Superb, вы вообще получите кучу классных эмоций. Ну, в общем, машина, я очень доволен. Притом, мы ее арендовали всего лишь за 50 евро за трое суток. Просто супер. Так что рекомендую. Да, но я все равно являюсь приверженцем марки Mercedes, потому что, конечно же, эта тачка новая едет поприятнее, чем мой старый Mercedes раздолбанный. Но представляете, как бы ехал новый Mercedes по соотношению с этой Шкодой? Я пока что не представляю, но время покажет в следующих обзорах. Еще увидимся. Чуваки, я долго думал, что это за будка такая. Оказывается, это мраморная крошка, которая посыпает эту дорогу. Если зимой, если обледенение, вот эту горку, потом ее на весну засыпают обратно. Представляете? Вот так вот. Никаких химикатов, только натурпродукт.